Всем привет, народ! Сейчас решил я, заворонить свой Opinel, который я, кто смотрит мой канал, тот уже видел обзор этого ножа. Opinel 9 в карбоне, то есть клинок из углеродки здесь. Как и всем известно, углеродка ржавеет, подвергается коррозии, если за ней не ухаживать. Решил сейчас я, заворонить свой, создать, точнее сказать, оксидную пленку. Хотя можно довести, по-моему, и до черного состояния таким образом. Пробовал я, топоры свои протравлять, правда, не в Кока-Коле, как сейчас решил, а пробовал я их в лимонной кислоте. Но они становились такие сероватые, просто серый цвет, такая оксидная пленка создается, которая не дает ржавчине образовываться на поверхности. Сейчас решил попробовать, в лимонке пробовал, вроде как уже не так интересно. Первый раз в Кока-Коле решил попробовать. Там содержится ортофосфорная кислота, которая как раз и будет вступать в реакцию с металлом. Сейчас попробуем. В лимонке я пробовал травить в теплый, в нагретый, и процесс идет намного быстрее, пузыри быстрее образуются, то есть прям видно, как реакция происходит быстрее, когда нагреваешь эту воду. Я думаю, что с Кока-Колой абсолютно та же ситуация будет. Буду стараться ее как-то время от времени подогревать. Есть у меня, строительный фен. Я думаю, просто залью в стакан, опущу туда клинок и буду время от времени, так, когда мимо прохожу, раз немного подогрел, чтобы хоть немного ускорить процесс. Потому что постоянно поддерживать температуру нет возможности такой, туда же не кипятильник опускать, а держать где-то на плите тоже как-то неохота, неудобно. Поэтому я никуда не спешу, будет что будет, буду периодически, подогревать. Думаю, в течение дня мы управимся с этим делом. И также периодически буду доставать клинок и протирать его, промывать, протирать и снова опускать. Протирать нужно для того, чтобы лишняя пленка, эта образовавшаяся, она убиралась и образовывалось уже то, что может остаться на металле. То, что все лишнее, в общем, грубо говоря, будет стираться, а то, что будет образовываться на металле, оно уже будет оставаться навсегда. Как-то так. Купил 0,5 Кока-Колы, я думаю, мне этого хватит. Клинок у меня небольшой, стаканчик, полбутылки, наверное, нальем, а остальные полбутылки на всякий случай оставим. Кто еще не видел обзор на этот ножичек, можете посмотреть по ссылке в описании, может быть, сверху здесь всплывет тоже эта ссылка. Там можно в этом обзоре посмотреть, как клинок этот ржавеет. Мы резали продукты, и прямо на нем образовалась ржавчина. Кому интересно, можете посмотреть. Также есть ролик о проварке ручек в льняном масле. Сейчас я этот ножик буду разбирать. Клинок, я думаю, отдельно будет у меня травиться. А рукоятка сейчас отправится в льняное масло, промасливаться, пропитываться. Чтобы время не терять, все будем делать сразу. Протирать я буду периодически доставать такими ватными дисками обычными. Можно чем угодно протирать. А Кока-Колу, сейчас нужно будет ее как-то выгнать из нее пузыри. Это нужно сделать обязательно, потому что пузыри будут, испортят всю нашу картину. Они будут налипать на клинок. Там останутся такие точки, не проворонится полностью хорошо клинок. В общем, пузыри надо убрать полностью, абсолютно, чтобы не осталось ни одного микроскопического пузыря. Пузыри они такие, их вроде как кажется, что убрал, а потом они опять начинают появляться. Сейчас буду, трясти ее, как-то подогревать, не знаю, попробую в микроволновку засунуть, налить в стакане. В общем, буду всячески пытаться выгонять эти пузыри. И потом, продолжим тогда. Так, сейчас, разберем ножик, снимем клинок. Такой штукой я приспособился снимать стопорные кольца. Это, для снятия не таких стопорных колец, а во всякой технике. Очень удобно подошла к ножам. Здесь у нас этот штырек, его нужно теперь выбить. С одной стороны у нас такая шляпка, с другой стороны он обычно бывает немножко расклепан, но здесь, я смотрю, у меня он, похоже, просто не расклепан, то есть можно выбить. Если он был бы расклепан, пришлось бы обтачивать эту шляпку.
Ну, типа такой же, если бы была бы с другой стороны. Ладно, сейчас попробуем выбить просто так. Так, вот разобрал, значит, клинок достал. Все, разобрал. Немного, конечно, погеморроился с выбиванием вот этого штыря. Вот. В общем, начал выбивать со стороны, где с одной стороны была шляпка, с другой стороны он расклепан, с виду не был. Вот. Начал выбивать с этой стороны. Он не выходит. Немножко вылез, дальше не идет. Вот. Потом оказалось, что как раз с этой стороны он и был расклепан. То есть он расширялся, шел на конус. Вот. А с другой стороны, где была шляпка, пришлось ее по краям напильником немножко опилить, и тогда он легко вышел. Вот. Теперь он будет без шляпки, но когда мы его оденем, особо это роли никакой не играет, по сути-то, потому что штырек никак не вылетит, он будет ограничен вот этим кольцом. И вот, поэтому я думаю, обратно, когда вставлю его, даже расклепывать и не буду. Вот, конечно, пришлось помучиться с этим штырем, и вообще он какой-то неровный там. Вот, значит, клинок достал, ручка сейчас отправится в проварку в масло, а клинок будем травить в кока-коле. Так, значит, пока наша рукоятка варится в льняном масле, будем травить клинок, чтобы, когда все будет готово, собрать уже готовый полноценный нож. Вот, клинок я спиртом обработаю. Можно ацетоном, можно спиртом, чем угодно. Каким-то обезжиривателем. Вот. Хорошенько его обработать нужно. Так, сейчас постараюсь это сделать, не трогая его руками. Так, хорошенько спиртиком его обработаем, чтобы слой лег у нас равномерно, хорошо. Чтобы не было никаких промежутков, где останется жирное пятно, там может не прилипнуть просто наше воронение, так называемое. Так, ну думаю, хватит. Думаю, этого достаточно. Пускай полежит пока. Спирт испарится, и будем опускать сейчас его в кока-колу. Так, ну что ж, кока-кола у нас готова. Я ее сейчас подогрел, чтобы процесс шел быстрее. Пузыри все, ну, я надеюсь, что все я выпустил. То есть я пытался ее подогревать, переливать из стакана в стакан. Всячески пытался, размешивал ее, пытался выгнать все пузыри. Ну, пока с виду пузырей незаметно совсем. Вот, надеюсь, что они не появятся, не испортят нам весь процесс. То есть клинок обработал спиртом. Ну и теперь будем опускать. Опускаем клинок в кока-колу. Немножечко сейчас долью до верха. Вот. И так он у нас будет стоять. Периодически я его буду вытаскивать, протирать. Ну, посмотрим, что будет образовываться. Кока-кола, конечно, будет остывать, и процесс будет замедляться. Если бы поддерживать температуру постоянно, конечно, было бы все намного быстрее. Вот, я уже вижу, как на металле образовываются пузырьки. Я надеюсь, что это пузыри от реакции, а не те, которые остались в кока-коле. Могли остаться. Вот, ну, в общем, ладно. Буду ждать. Через какое-то время достану клинок, посмотрю, что с ним происходит. Буду включаться, показывать. Так, ну, значит, прошло около часа. Около часа у меня стоит все это дело. Сейчас попробуем достать, посмотреть. Так, ну вот, как мы видим, клинок не сильно, но потемнел. Появилась такая серый налет, такая оксидная пленка уже. Вот. В общем, вот, пленка стирается, лишнее. То, что сотрется, я сейчас немножечко сотру. То, что останется, то уже, значит, прилипло, можно сказать. Скажем так. Так, ну что стерлось, что легко стерлось, то стерлось. Цвет, конечно, да. Сейчас вот он подсох. Заметно стал такой серенький. Вот. Будем держать дальше. Посмотрим, что будет дальше. Ну, хотя уже сейчас в таком виде защита от ржавчины уже какая-то есть. Пленка на нем появилась. Вот. Но поддержим еще. Посмотрим, что будет дальше.
Вот так вот все это выглядит у нас через где-то примерно около часа. Вот. Такой результат мы видим. Ну, опускаем дальше. Опускаем дальше и ждем еще, наверное, около часа. Достанем, посмотрим, что произойдет за это время. Так, ну что ж, значит, снимаю я сейчас уже на второй день после начала этого процесса травления. Вот, времени у меня как-то не оказалось в течение дня этим всем заниматься, поэтому не следил. Осталось это все на ночь до следующего утра, то есть на сутки. Сутки у меня клинок простоял в этой Кока-Коле. Ну и за это время я, получается, раза 4-5 я его доставал и Кока-Колу ставил в микроволновку, подогревал ее вот, до горячего состояния, чтобы аж пар шел. Вот. Клинок протирал, значит, его тряпочкой от того, что стирается, и клал обратно в Кока-Колу. Вот. Ну и, как я уже говорю, остался он у меня до утра. Вот сейчас только я вот начинаю его, значит, доставать. Ручку плюс еще проваривал, как уже у меня есть обзоры в льняном масле. Вот. Значит, перелил Кока-Колу в более высокий стакан, просто для того, чтобы он повыше и поуже, чтобы клинок скрывался целиком. Уже не хватало Кока-Колы, чтобы его полностью скрыть. Вот. Так, ну и вот такой тряпочкой, значит, я его протирал. Вот так вот это все у нас выглядит. Сейчас покажу получше. Хотя чего я трогаю уже тряпкой? Можно уже руками брать. Так, вот так, значит, он у нас выглядит. Не совсем, конечно, равномерно он покрылся этой пленкой. Не пленкой, а этим окислом черным. Есть такие где-то посветлее, где-то потемнее, какими-то такими наплывами. Вот, ну сейчас я пойду его промывать еще буду, пока он это от Кока-Колы, он липкий. Вот. Ну, в общем-то, вот такого цвета получился клинок, а он даже, я думал, будет посветлее, почти черный. Не знаю, как эта камера будет передавать, но такой он очень-очень темно-серый, почти черный. Вот, но не совсем равномерно, есть какие-то места. Ну, в общем, процессом, результатом, точнее, я доволен, в принципе. Защита от ржавчины уже будет, уже она есть, как бы. Вот, правда, сжирает вот это дело, травление в любой, в лимонке, в кока-коле, в уксусе там, сжирает немного режущую кромку. Значит, кто смотрел обзор, помнит, в конце я его поправил на пасте и резал бумагу. Он просто как сносил ее как лазером. Вот, сейчас попробуем. Не берет. Не, бумагу вообще не берет. Вот, я его ничего с ним не делал, не тупил его после того обзора, ничего им больше не резал. Вот, поэтому придется опять... Ну, я буду на муссате поправлять, я, как уже говорил, не вижу смысла его точить какими-то камнями. Тут спуски прям в ноль выходят, на муссате подвел, микроподвод появился и все автоматически. Вот, после подвода на муссате, конечно, это... микроподвод получится, и пленка, конечно же, снимется, и там все-таки ржавчина будет появляться. Поэтому все-таки его нельзя бросать без ухода. Хоть теперь он нужен меньше, этот самый уход, но все же нужен. Вот, ладно, сейчас пойду промою его под водой, соберу все и дальше включусь. Так, вот, значит, промыл немного с мылом, ополоснул, протер тряпочкой. Вот. Ну, почти ничего не изменилось, по-моему. Все так же, как и было. В общем-то, результат нормальный. Я ничего
конечно, лучше не ожидал. Я думал, даже хуже будет. Он будет, я думал, менее такой темный. Вот, так. Значит, далее. Конечно, я не знаю, все-таки погеморроился я вот с этим пином, его не знаешь в какую сторону, какой он кривизны, какой он там внутри. Вот, поэтому с одной стороны была шляпка большая, с другой стороны ее не было. Я и думал, что, естественно, логически будет выбить проще там, где нет шляпки, начинать по ней стучать. Вот. Начал я по ней стучать, а оказывается, он вот так, если будет видно, идет конусом внутри. Этого не видно, то есть он немножко вошел туда, а дальше просто не идет. Ну, я просто прогеморроился с этим, не знаю. Решил с другой стороны все-таки попробовать. Взял эту по краям шляпку, спилил напильником. Вот. Ну, она высунулась, я ее отпилил. Вот. И очень легко дальше она выскочила. Вот. Ну, теперь шпинек этот без шляпки. Вообще, по-хорошему, надо бы сюда гвоздь ставить, кусок гвоздя, и его расколепать молотком, положить на что-то твердое, и чтобы были такие по краям две заклепочки нормальные. Вот, как раз тут есть такой пазик, они в нем ходили. Но здесь, хотя в этой версии, в новой версии замка, там есть все равно пазик, который будет ходить вот по своему вот этому направлению. Замок будет держаться и без этих. В общем, ладно, собираем как есть. Я не знаю, можно было, я думаю, не снимать клинок, но тогда вот эта часть, которая внутри, где осевой, в которую входит, она бы не заворонилась и подвергалась бы ржавчине. Хотя, с другой стороны, если капать внутрь, ну, чтобы лучше клинок ходил, какую-то смазку, баллистол там или что-то такое, то ржаветь она все равно не будет. Но геморроя меньше с этим штырьком. У кого-то он выйдет лучше, у кого-то он выйдет хуже. И вот тут не угадаешь, в какую сторону его лучше, где он там изогнут. Вот, хотя его можно... И потом, если даже покалечить этот штырек, заменить его на какой-то, на гвоздь, на что угодно. Это проблема небольшая. Так, надо немного все выровнять, чтобы штырек этот зашел. Так, ну теперь он у меня заходит легко. Вот так. Немного поцарапал я эту, конечно, железяку. Вот так вот он у меня зашел. Сейчас я немножко, не знаю, может и так оставить, он все равно никуда не вылетит. Он будет этим замком закрыт внутри. Но я думаю, немножко стукну сейчас молоточком. Ну так, хотя бы для виду. О, вот такие тисочки. Тиски, кстати, очень удобная вещь. Ну, в общем-то, все. Немножко он завалился. Теперь он точно не вылетит никуда. Так, в общем, вот так это все выглядит. Немного, конечно, поцарапал, но это можно полирнуть на пасте кругом, значит, на дрель нацепить. Ладно, это все потом. Так, значит, осталось колечко. Колечко. Раз, вот так вот и все. И оно село. Так, значит, вот у нас ножик наш завершен. Рукоять пропитали в масле, значит, а клинок в Кока-Коле. Так. В общем, вот он. Вот так все это у нас теперь выглядит. Карбоновый клинок из углеродки. Защита от ржавчины теперь есть. Вот, покрытие, в общем-то, я доволен. Такой достаточно неплохо выглядит. Как будет держаться это покрытие, конечно, не знаю. Но уже у меня появилась идея взять и протестировать. Конечно, нужно протестировать, порезать какие-то кислые продукты, лимон там, вот, как это дело будет ржаветь, посмотреть. Вот, и думаю, постругать какие-то деревяшки, палки там, что-то такое, какой-нибудь канатик порезать, не знаю, посмотреть, как это покрытие будет держаться, как оно будет царапаться, как будет слезать, насколько оно вообще долговечно.
Ну, я думаю, сниму это в следующем видео, чтобы сильно не затягивать. Вот, в общем-то, вот такой результат. Значит, сутки это все у меня дело простояло. Ну, если колу греть, если бы я занялся это в тот же день, если бы я, как она остывает, нагревал бы заново, и все было бы намного быстрее. Вот. Также хочу показать, я не знаю, это видео выйдет раньше или позже. В общем, кто уже видел у меня эти... Это у меня третий нож. Были до этого два ножа у меня вот такие, 10 с 8. Вот, теперь они вот такого вот цвета. Вот, теперь они стали у меня вот такого цвета. Такой прям цвет благородного дерева, какого-то породистого стал. В общем, я не знаю, это видео выйдет раньше или позже, или оно уже вышло. В общем, как я этого добился цвета, тоже на канале на моем будет видео. Или оно уже есть. Вот, ну на этом, я думаю, все. Эксперимент удался пока что. Будем проверять дальше стойкость покрытия вот этого. Вообще, что-то я заметил, чем дольше я беру в руки, вообще мне попадается на глаза, в руки я пользуюсь этими ножами, тем больше хочется что-то с ними делать. Постоянно какие-то мысли идут. Теперь даже мне хочется попробовать сделать рукоятку из какого-нибудь сувеля березового. Вот, ну ладно, это пока только какие-то идеи. В общем, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями, чтобы как можно больше народу смогло увидеть это видео. А также не забывайте про колокольчик, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр.